Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Мы продолжаем цикл турецких рецептов, и сегодня у нас очень обычная турецкая сладость, которая называется пишмание. Этот десерт представляет из себя хлопковую халву, которая по своей сути даже больше похожа не на халву, а на сладкую вату. Есть два варианта приготовления пишмания. Это сухой способ и масляный. Я вам сегодня покажу оба способа. И признаться честно, приготовить качественную, правильную пешмание у меня получилось только с седьмой попытки. Очень много разных тонкостей и нюансов. О них я вам тоже сегодня расскажу. И самое главное, правильный десерт пешмание, он не липнет к зубам, он буквально растворяется во рту. Итак, начинаем готовить. Первый способ у нас будет масляный, и для начала нам нужно приготовить пасту из сливочного масла и муки. Понадобится 40 грамм сливочного масла, берите хорошее, жирное, 82%. На минимальном огне в сотейнике, либо в небольшой кастрюльке, либо в небольшой сковороде нужно масло растопить. Важно, чтобы оно не кипело, не горело, а просто растаяло. Можете его предварительно, в принципе, в микроволновке растопить. Далее, в один прием всыпаем 50 грамм просеянной муки. Перемешиваем до однородности, все комочки муки должны полностью разойтись, и на небольшом огне начинаем эту массу из масла и муки обжаривать. Следите за нагревом, он должен быть небольшим, чтобы ничего не подгорало. Время обжаривания займет несколько минут. Точно сказать, к сожалению, не могу, потому что это будет зависеть от многих факторов, в том числе и от качества масла, и от качества муки, и от нагрева, и от посуды, которую вы используете. Чего нам нужно добиться в итоге? Вот обратите внимание, сначала у нас масса будет по консистенции, как влажный песок. Вот так, постоянно помешивая, на небольшом огне обжариваем, и вы заметите, как она станет более рыхлой. Посмотрите, текстура поменялась. Масло как бы выступает. Сначала масло полностью все впитается в муку, а затем оно начнет выступать на поверхности. Вот такой рыхлой текстуры, похожей на арахисовую пасту, нам и нужно добиться. Масса слегка подзолотится и приобретет приятный такой орехово-сливочный аромат. Если вдруг она у вас по прошествии нескольких минут так и осталась сухой, добавьте небольшой кусочек сливочного масла. Все, готовую пасту пока отставляем в сторону и займемся карамелью. Для начала необходимо сварить сироп. Здесь у меня 50 грамм глюкозного сиропа, его можно заменить медом. Можно заменить сахаром. Я пробовала и тот вариант, но вот с глюкозным сиропом, с такой карамелью работать мне показалось попроще. Далее добавляем 50 грамм воды и 150 грамм сахара. Если не будете использовать мед и глюкозный сироп, то берите 200 грамм сахара и 50 грамм воды. Обязательно добавляем щепотку лимонной кислоты, не щепотку, примерно 1/4 чайной ложки. И отправляем на плиту. На сильном огне доводим массу до кипения. Желательно использовать небольшой сотейник, либо кастрюльку с толстым дном. После закипания перемешиваем, чтобы убедиться в том, что все кристаллики сахара полностью растворились. Далее вставляем термометр и на огне чуть выше среднего и варим сироп до температуры 135-140 градусов. К сожалению, ни в одном из источников я не нашла точной температуры, до которой нужно варить сироп. Я пробовала и до 125, и до 130, и до 140, и до 150. И на мой взгляд, вот оптимальный температурный диапазон для работы с карамелью это 135-140 градусов. Когда сироп достиг нужной температуры, переливаем его на силиконовый коврик. Здесь идеально использовать именно силикон, потому что к нему карамель не прилипает. Даем карамели несколько минут остыть, после чего начнем ее замешивать. Обратите внимание, что карамель начнет легко отделяться от коврика по краям. Пока не отделяется, оставляем еще на минуточку и вот таким вот образом проверяем. То есть, когда она начинает уже хорошо отходить по краю, можно продолжать замес. Пока плохо отходит, можно еще минутку подождать. И вот таким образом, складывая силиконовый коврик, мы начинаем замешивать карамель. И делаем это до тех пор, пока она не станет настолько плотной, чтобы ее можно было взять в руки. Будьте осторожны, карамель очень горячая, не обожгитесь. Далее надеваем перчатки, чтобы было не слишком горячо. Под перчатки надеваем обычные теплые перчатки и начинаем вот таким образом растягивать и складывать карамель.
Тем самым мы продолжаем ее вымешивать, насыщать пузырьками воздуха, и карамель будет потихонечку остывать, светлеть и в итоге приобретет такой вот красивый перламутровый цвет. Как понять, что карамель вымешана достаточно? Она еще будет достаточно пластичной, но если вы постучите о стол, она уже не будет к нему прилипать. Еще раз показываю консистенцию масляной пасты. Вот такой она должна быть, не слишком жидкой. И температура пасты должна быть примерно такой же, как и температура карамели. Что будет, если паста будет горячей, покажу вам чуть позже. Итак, из карамели формируем вот такое кольцо. И теперь со всех сторон так обильненько обмазываем его пастой. Теперь осторожненько, равномерно по всей поверхности начинаем растягивать это кольцо. Складываем его вдвое, растягиваем, складываем, и таким образом мы будем готовить наш десерт пишманье. Обратите внимание на следующий момент. Карамель должна держать форму, она не должна таять в руках. Первые разы, когда я готовила этот десерт, я использовала такую достаточно мягкую карамель, мне было ее легко тянуть, и я думала, что в этом сложного вообще, почему все говорят, что это так сложно. На самом деле нет. Если использовать именно такую мягкую карамель, то да, она сначала растягивается, но в итоге вот эти все волокна, они слипаются друг с другом, и в итоге все это тает. Важный момент. Пишманье готовить сложно. Если вам это делать легко, значит вы что-то делаете не так. Здесь действительно нужны такие очень сильные, натренированные руки. Не мудрено, что в Турции для этих целей используют дополнительно к ручному труду еще специальные машинки, потому что это правда сложно. Еще очень важно работать достаточно быстро, чтобы карамель не успела застыть до того момента, как вы ее растянете до вот этих тончайших нитей. Всю пасту собираем с поверхности стола, собираем с перчаток и продолжаем потихонечку вытягивать. Еще подскажу вам небольшой лайфхак. Возможно, когда будете готовить в первый раз, не так расторопно у вас все будет получаться. Если карамель вдруг быстро застыла, вы не успели с ней поработать до конца, держите рядышком наготове фен, обычный для волос, и слегка, просто буквально несколько секунд со всех сторон прогрейте карамель, тогда вы заметите, что она вновь станет такой более пластичной, ее будет вновь легко тянуть, но не перегревать. Если перегреете, если она растает, то все, пиши пропало, нужно будет начинать с самого начала. Вот, обратите внимание, уже стала появляться такая волосистость. Осталось совсем немножко. Продолжаем потеть активно. Уже на этом этапе совсем тяжело. Но я думаю, что вот такого результата мне уже будет достаточно. Можно осторожненько разрывать пишманье на волокна. Посмотрите, насколько они получаются тончайшими. Это даже не ниточки, а такие вот, как паутиночки. Вот это правильная текстура пишманье. Если вот эти вот волосинки будут толще, то она как раз таки будет липнуть к зубам, вы будете как карамель ее жевать. А вот такая тоненькая пишманье, она будет просто растворяться у вас во рту. Разделяем, распределяем вот эти вот все волокна, распушаем, чтобы ничего не слипалось, и даем немножечко остыть, потому что пока пишманье еще тепленькая. Сейчас покажу вам ошибки, если использовать не до конца остывшую карамель, либо горячую пасту, от которой карамель нагреется и станет более мягкой и пластичной. Вот обратите внимание, какая здесь структура у карамели, она очень мягкая, буквально вот провисает на руках. Да, безусловно, работать с такой карамелью намного проще, здесь, наверное, даже и не вспотеешь. Обратите внимание, просто даже двумя пальцами я растягиваю эту карамель. Вот это неправильно, и результат в итоге будет неправильный. Вот такие в итоге получаются толстые нити, все это слипается между собой, и это, конечно, неправильное пишманье, больше похоже на какие-то макаронины. А вот это правильная структура. Посмотрите, какие тончайшие получаются волокна. Они действительно похожи на волокна хлопка. Главное, их вот так вот хорошенечко разрыхляйте, чтобы они не слипались друг с другом. Еще очень важно, чтобы в помещении не было слишком жарко и слишком влажно, потому что пишманье от влаги и от жары тает. Потом я вам обязательно расскажу, как ее необходимо хранить. Теперь я вам покажу второй способ приготовления.
Честно говоря, этот способ мне понравился меньше. Нам необходимо 200 грамм муки, просеиваем ее в сковороду и обжариваем на небольшом огне. Важно, чтобы мука не горела, а вот слегка так карамелизовалась. Она приобретет приятный ореховый аромат. Ну и, собственно говоря, разница состоит в чем? В первом случае мы обваливали карамель в пасте, а здесь мы обваливаем в муке, постоянно ее подсыпая. Тем самым в первом случае у нас слои пешманье с друг другом не склеиваются из-за масляной смеси, во втором случае их разрыхляет мука. Ну, как я сказала ранее, первый вариант мне понравился больше, и работать, на мой взгляд, проще, и на вкус получается лучше. В первом случае это действительно такой есть вкус халвы, а здесь, ну, просто мука с сахаром. И плюс эту муку потом нужно отряхнуть. Ну, в общем, как-то не очень. Ну, это, безусловно, дело вкуса, все на любителя. Теперь к вопросу о том, как можно разнообразить вкусы. В сироп вместо воды можно добавлять соки, например, гранатовый, а вместо пасты из муки и масла можно добавлять шоколадную пасту или любые другие ореховые пасты, например, фисташковую, фундучную, при необходимости слегка загустив их мукой. И таким образом можно экспериментировать. Для формовки пешманье я использую вот такую небольшую пластиковую крышечку. Формуется все очень просто. Небольшое количество пешманье набивается в эту крышечку, не слишком плотно, но в то же время, чтобы все это дело держало форму. Заполняется полностью вся крышка, переворачивается, прокатывается, чтобы все лишнее по бокам отсеялось. И вот такие в итоге получаются практически невесомые шайбочки десерта пешманье. Очень важно хранить десерт герметично, без доступа влаги и в прохладном месте, либо в холодильнике, чтобы пешманье не растаяло и не потеряло свою вот эту воздушную структуру. По желанию можно украсить орешками. Я украшаю, ну, как бы традиционно, по-турецки, красивыми зелеными фисташками. В общем, с этим десертом мне пришлось изрядно попотеть и в прямом, и в переносном смысле этого слова, но я очень рада, что докопалась до истины и поделилась с вами всеми тонкостями и нюансами. Надеюсь, что у вас пешманье получится приготовить с первого раза. И обратите внимание, пешманье легко раскусывается, тает во рту и совершенно не липнет к зубам. Ну что, друзья, как всегда, желаю вам удачи на кухне, не бойтесь экспериментировать, скоро увидимся.